Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что происходит на рынках, куда все это катится, куда летит мир и, соответственно, как в этих непростых условиях выжить и преуспеть трейдеру. Так, друзья, давайте к календарику посмотрим, что тут у нас сегодня повыходило. Но число первичных заявок на получение пособия по безработице, оно просто выбило из колеи. Как вы можете обратить внимание, здесь рост где-то процентов больше, чем на 10, а то и на 15, чем прогнозируемые значения. Ну и процентов на 10 больше предыдущего. Это очень опасная тенденция, очень. Соответственно, здесь, переходя к графику, мы с вами видим, что на самом деле уже текущее вот это вот движение, нисходящее первичных заявок, оно немножко притормозилось ранее. И сейчас как бы это не было разворотом. Цель ФРС достигнуть 200 тысяч в неделю, то, что было до кризиса, 200-250 тысяч. Мы дошли до 370 и забуксовали. Здесь надо четко понимать, что те меры, которые предпринимает ФРС в плане количественного смягчения, у них есть одна цель, чтобы экономика Соединенных Штатов, она процветала. Экономика Соединенных Штатов, она всецело построена на производстве прибавочной стоимости и в наибольшей степени в сфере услуг. Соответственно, если нет восстановления этого показателя, американская экономика чахнет да сохнет. И, кстати, вчерашняя ситуация, когда на рынках произошел такой негатив по факту констатации того, что несколько директоров ФРС предполагают более раннее ухудшение ситуации и то, что ФРС будет вынуждена раньше поднять ставку, чем это предполагалось. Я думаю, они были в курсе того, что выйдут такие данные. Может быть, конечно, им никто инсайт не сливал, но поскольку они варятся в этом соку, и они прекрасно понимают, что ситуация с безработицей в Соединенных Штатах начинает терпеть крен и возможный разворот, то, соответственно, они уже, исходя из этого, исходя из того, что там на самом деле идет паника по поводу инфляции, это только говорят, что вот как бы нам вызвать инфляцию. На самом деле, те люди, которые, скажем так, в годах там 50-60 и работают в финансовой сфере, они прекрасно помнят, как это все было в начале 80-х, 70-х годах. Какой ужас и какой вообще просто кошмар эта инфляция произвела. А ведь тогда тоже пытались бороться с безработицей путем увеличения инфляции, потому что до этого нашли такую закономерность. Но правда, они не поняли, что на самом деле это процессы, которые они не всегда идут рука об руку. Они иногда бывают в контртренде по отношению друг к другу, как индекс доллара и золота. Но здесь ситуация сложнее, потому что инфляция, она с одной стороны увеличивает в странах, которые производят прибавочную стоимость, экономическую активность и, соответственно, увеличивает рост экономики. Но инфляция, она уменьшает покупательскую способность. Если рост благосостояния идет меньше роста инфляции, то, соответственно, здесь возникают негативные последствия, которые заключаются в том, что люди меньше потребляют, соответственно, меньше производится товаров и услуг. И здесь рынок труда начинает уходить в пике. Пока говорить о том, что рынок труда Соединенных Штатов ушел в пике рано, но это очень тревожный звоночек. И я более чем уверен, что вот вчерашнее мнение части директоров ФРС о том, что надо ужесточать раньше финансовую политику, она как раз связана с тем, что они, скорее всего, они подозревали, может быть, им никто там папочку с распечатанными данными не заносил, но они как бы люди опытные, наверняка они это либо прогнозировали, либо были в курсе, что дела обстоят именно так. Ну а сами понимаете, инфляция это такая штука, она очень тяжело разгоняется и также тяжело она останавливается. Вот. И поэтому здесь, она тяжело разгоняется в тех странах, которые развиты и которых денежная масса, она идет на производство прибавочной стоимости, а потом адсорбируется рынком либо ценных бумаг, либо деривативов. В неразвитых экономиках она, наоборот, является злом, потому что она ухудшает положение населения и не способствует экономическому росту. Соответственно, такая диспозиция по количеству первичных заявок, она может досрочно привести уже не там, на пути к 2023 году, а на пути к 2022 году к тому, что ФРС винтит ставку ключевую, либо резко сократит выкуп активов. Тогда рынки просто сыпанутся,
Потому что ключевая цель ФРС, чтобы этот показатель падал и перешел на докризисный уровень 200-250. Если этого не происходит и при этом накачивается инфляция, и эта инфляция начинает пожирать экономику, то здесь ничего не остается, как пожертвовать фондовым рынком хотя бы чуть-чуть. Так, друзья, ну вот текущий наш мир, он очень дивен. И мировая экономика испытывает дефицит буквально во всем. Ну, это вполне естественная ситуация, потому что в 2020 году на фоне резкого давления ковидных ограничений произошло сокращение всего: производства товаров, услуг, потребления. И когда немножко эта ситуация начала спадать, люди начали активно потреблять. Соответственно, предприятия активно производить, услуги активно предоставляться. И здесь возник парадокс, что люди готовы платить, когда они из этого вышли, тем более в западном мире им еще и денежек дали за то, что они сидели дома. А некуда это потратить, нет возможности купить. И, соответственно, возникла парадоксальная ситуация, когда вроде как не восстановились до конца, но возник дефицит буквально всего. Так, ну и вот еще одна интересная статья на Bloomberg. ФЕД движется медленнее, чем восстановление экономики. Но я не соглашусь с такой позицией. По-моему, ФЕД вполне как бы адекватно действует в соответствии с восстановлением экономики. Просто есть такие процессы в мировой экономике и в американской, которые не подвластны американской федеральной резервной системе. И они не могут до конца на них повлиять. Но здесь возникает еще один момент. Федеральная резервная система держала такие мягкие условия для того, чтобы восстановился рынок труда. Если рынок труда США начнет буксовать, и мы увидим 2-3 недели, когда выходит увеличивающееся количество первичных заявок по безработице, то как бы нам не получить уже до конца лета взвинчивание ставок. Так, ну и вот в Китае возникла критическая ситуация. Китайские порты не могут принимать суда. Там произошло затоваривание сухогрузов на 50% больше судов, чем в обычное время. То есть китайские порты, они вводят мораторий на принятие, на погрузку, отгрузку грузов из-за того, что они не справляются с таким наплывом. Соответственно, эта штука, она вызывает дополнительный дефицит предложения на рынке. А мы с вами знаем, что если происходит недостаток предложения, при этом спрос не падает, а остается таким же или растет, это приводит к тому, что растут цены. На фоне мягкой кредитно-денежной политики, когда предоставляют деньги, это вообще может в катапульту трансформироваться. Так, друзья, ну немножко о российской повестке. В Москве активно муссируются слухи по поводу нового локдауна. Ну действительно, ситуация с новыми случаями заболевания ковид, она очень плачевная. И самое плачевное в ней закрывается то, что этот разгар начался летом, в июне. Летом тепло, и, соответственно, коронавирус он не выживает. То есть ему гораздо сложнее выжить и передаться в этих условиях. И поэтому достаточно странный момент, что такая ситуация возникла в России. По поводу того, что происходит с вакцинированием, это отдельный разговор, не в рамках этой передачи, но с другой стороны, такое отношение к вакцинированию, оно в целом вполне закономерно. Так, друзья, ну вот сейчас вышел недавно вот этот ужасающий индикатор, индекс цен производителей PPI. Как мы видим, в России индекс цен производителей вырос от года к году на 35%. 35% это просто трешак. То есть, ну, я слабо представляю, как индекс потребительских цен может вырасти там на 6% или даже на 7%, при том, что индекс цен производителей растет на 35%. У меня эта ситуация, она несколько не укладывается в голове относительно реальной инфляции. Так, друзья, ну далее индекс ужаса, индекс страха и волатильности ВИКС. Вчера был рывок, сегодня тоже рывок, но пока этот рывок в пределах разумного. Здесь принципиальный момент, как будет сегодняшнее закрытие и завтрашнее. Если удерживается диапазон 18,5-19,5, то можно сказать, что наступит временное облегчение. Так, ну вот индекс доллара. На фоне проистекающих событий мы с вами увидели, что происходит в том случае, когда возникает намек на то, что сокращается количественное смягчение. То есть это пока только намек, но этот намек он произошел не потому, что там директора ФРС решили повредничать и подставить Пауэлла или просто смести рынок. Он произошел потому, что
они, я так понимаю, пребывают в панике из-за того, что такая инфляция, это раз. И второе, пошли негативные сигналы по рынку труда. Если эти сигналы подтвердятся, то мы увидим в ближайшее время уже движение выше даже 93,6 и 94. Но это будет в том случае, если действительно ФРС в результате неоднократного повторения отрицательных данных по первичным заявкам о безработице предпримет какие-то меры в части ужесточения. Здесь на самом деле сценарий он разветвленный, то есть вполне может быть и такая ситуация, когда по факту ужесточения условий посчитают, что они в этом случае не нужны. Здесь еще важен такой момент, какова будет на самом деле реакция ФРС. Текущая ситуация, которая произошла вчера, что так это самые рынки сыпанулись и доллар начал расти против других валют, она с одной стороны показатель настроения, но с другой стороны, когда может наступить действительно объективная необходимость действовать, то есть когда, допустим, месяц будут выходить плохие данные по рынку труда США, то здесь как бы будет две силы бороться. С одной стороны, как бы для того, чтобы раздавить инфляцию, и с другой стороны, посмотрев на то, что было вчера, они могут ужаснуться от этого и сказать: нет, мы наоборот сделаем отрицательные номинальные ставки. И вот тогда уже будет реальный трэш. Поэтому здесь, в текущих обстоятельствах, я думаю, наиболее рациональная позиция ФРС это сохранять как можно дольше те ставки и те выкупы активов, которые у них есть. Потому что малейшее отклонение от траектории, оно может вызывать очень сложные непредсказуемые последствия. Но тем не менее, если будет рост инфляции на фоне ухудшения данных труда, более вероятно, что ФРС прибегнет к сокращению количественного смягчения. То есть возможна и обратная реакция, но я думаю, все-таки наиболее вероятно, что они действительно предпримут какие-то достаточно резкие действия. Но опять же хотел обратить внимание, что здесь нету единого какого-то решения на все случаи жизни. Это подобно езде на машине. Ведь, допустим, выезжая на машине, вы же не можете себе сказать: вот я там проеду такое-то расстояние, поверну направо, потом налево, потом сдам там назад, еще куда-то. Здесь все течет, все меняется. Вы можете только видеть конечную цель и стремиться к этой цели. Так, друзья, но переходя к американскому фондовому индексу S&P 500, что мы здесь видим, идет сегодня активная попытка его просадить, но пока эта вся попытка выкупается. Пока вот удерживается уровень, который 4150, я думаю, ничего страшного не будет, но если он все-таки будет пробит, тогда будет что-то страшное в виде резкого движения вниз. Так, ну и вот переходя к часовику, здесь идет попытка пробития 4190, но пока эта попытка, она ни к чему не привела. Так, друзья, далее кратенько эфириум, давайте посмотрим, что у нас по эфириуму. По эфириуму у нас эфириум зажат вот в этом консолидационном диапазоне 2165-2588. Пока нет пробития вот этой нижней границы, все это будет болтаться достаточно долго в этом диапазоне. Опять же, по сути, если нету обвала рынков и выхода из активов в кэш, в наличные доллары, ну или доллары на счетах, я думаю, достаточно долго могут удерживать в этом диапазоне. Ну и сегодня на текущий момент, если не возникает пробой 2320, то он здесь консолидируется и отскочит на 2590, вот сюда, к этому значению. Если здесь будет пробой, то будем консолидироваться в районе 2165. Так, друзья, далее золото. Но смотрите, если доллар растет, золото не может расти, оно может только падать. К сожалению, это так. Но есть и положительная новость. Мы пришли как раз вот в этот диапазон 1772, о котором я ранее говорил. Здесь либо оно вот удержится в этом диапазончике, и отсюда будет отскок на 1814. Если оно здесь не удержится, то здесь будет трешак. Оно польется и очень сильно уже. Так, друзья, вот по нефти достаточно тревожная ситуация сложилась. Это часовик. Ну, здесь на самом деле ситуация пока еще не тревожная, потому что 72 мы не пробили. Вот эту волшебную голову плечи кривенькую мы отработали. И поэтому сейчас либо будет консолидация от 71,8 до 72,4 и отскок с целью движения на 74,17,
или здесь мы тогда уже начинаем основательно двигаться вниз. Опять же, данные с рынка труда Соединенных Штатов, они подлили масло в огонь. Так, друзья, далее евро-доллар. Но здесь идет просто мощнейший штопор. Все ключевые уровни пробиты. И вот либо сейчас от текущих значений до 1,1874 оно развернется и отскочит. Цель движения 1,2068. Или если здесь сейчас не будет разворота в ближайшие часы и ближайший день, то мы по евро-доллару уходим искать поддержку в районе 1,17. Вот сюда вот. Но если ориентироваться на часовой таймфрейм, то здесь ситуация она не такая удручающая. Здесь как бы вот это движение, которое происходит, оно уже указывает на то, что весьма вероятно действительно уже где-то от текущих значений, может чуть ниже, здесь будет попытка разворота и коррекционного отскока хотя бы на 1,2. Так, друзья, ну вот вопрос был по поводу Русгидро, это моя любимая бумага. Я испытываю к ней очень теплые чувства. Дневной таймфрейм, ну сегодня ситуация не задалась, но здесь смотрите, на самом деле вот у нее уровень по дневочкам это 0,8280. Если этот уровень удерживается, то его здесь будут консолидировать и гнать сначала на 0,8770 и следующая цель движения 94 копейки. Но на самом деле вот Русгидро, с моей точки зрения, это бумага, которая очень интересна и на средний, и на долгий срок. Потому что она уже в достаточной степени оправилась от тех ужасных аварий, которые там были, с одной стороны. С другой стороны, какая еще более зеленая энергия может быть, чем у Русгидро. И в этом плане она абсолютно в тренде. Ну и по сути это компания, которая она производит энергию. Она производит прибавочную стоимость, она не добывает ресурсы. Ну, скажем так, нельзя сказать однозначно, что она добывает и продает ресурсы. Она производит что-то полезное. Так, ну и вот часовик, у нее часовик достаточно нормальный. Исходя из этого часовика, если рынки сегодня, завтра не сыпанутся, то мы завтра увидим по Росгидро движение, цель которого 85,5. Вот сюда вот. Опять же, это движение не возникнет, если сейчас по каким-либо причинам будет движение вниз и пробой уровня 83,83. Если такое возникает, то следующая цель будет молниеносно 82,89 и потом уход на те цели, которые рассматривали ранее. Но по Росгидро достаточно позитивная картина. И если не будет глобального слома, то Росгидро непременно отскочит и будет расти уже в самое ближайшее время. Друзья, спасибо за внимание, успешных торгов, удачи, всего наилучшего, счастливо!